Доктор Джон Томас всегда верил, что предназначен спасать жизни. Со времен студенчества он питал страсть к выбранной профессии и стремился изменить мир. Однако после многих лет работы врачом он начал терять веру в себя. Усталость от длительных рабочих часов и эмоциональное напряжение изморили его. Кроме того, потеря 2 пациентов, о которых он заботился, глубоко повлияла на его психическое и эмоциональное состояние. Несмотря на все его усилия спасти их, ситуация быстро ухудшилась, и он почувствовал себя бессильным. Чувство беспомощности и неудачи преследовало его даже после их смерти, заставляя задаться вопросом о своих медицинских способностях. Доктор Джон всегда верил, что его призвание исцелять и спасать жизни, но теперь он был не так уверен. Один друг предложил ему взять перерыв, чтобы расслабиться и подумать. И нет места лучше, чем семейная хижина в лесу. Это место хранило счастливые воспоминания из его детства, и он верил, что посещение там придаст ему сил и новой энергии. Как только Джон устроился в семейной хижине, он оказался перенесен обратно в свою молодость. Знакомый звук деревянного пола и запах свежесрубленного дерева вернули ему ощущение уюта и безопасности, которое он так давно не испытывал. Прогуливаясь по окружающему лесу, он восхищался теми же деревьями, на которые карабкался в детстве. Погруженный в воспоминания о своей юности, Джон почувствовал, как его настроение улучшается. Однако, когда он углубился в лес, у него появилось ощущение, что за ним следят. Это было так, как будто кто-то или что-то следит за каждым его движением. Но, несмотря на это, он продолжал свою прогулку, наслаждаясь тишиной природы и вызванными ею воспоминаниями. Дни шли, и Джон наслаждался спокойствием и миром дома и окружающего леса. Однако в одну ночь все изменилось. Когда он завтракал на своей веранде, он заметил движение среди кустов. Подозревая угрозу, он остался на своем месте, чтобы увидеть, что появится из-за кустов. Внезапно появился волк, заставивший кровь Джона замереть. Сначала он хотел быстро подняться и убежать в хижину, но затем услышал тихий стон, который его остановил. Звук не был похож на типичный вой волка, скорее это было похоже на зов о помощи, который издает животное, когда оно ранено. Доктор не мог проигнорировать этот зов, поэтому решил помочь волку, несмотря на риски. Он осторожно подошел к хищнику, сначала полагая, что животное ранено и нуждается в медицинской помощи. Однако при ближайшем рассмотрении он понял, что волк просто жалуется, как будто пытается с ним поговорить. Интеллект волка удивил его, напомнив все истории, которые он когда-либо слышал о животных, совершающих замечательные поступки. Подойдя поближе, волк указал на безжизненное создание. Сначала Джон подумал, что это молодой волк, но вскоре удивился, обнаружив, что это что-то совершенно другое. Это была лисичка. К сожалению, она казалась безнадежной. Несмотря на то, что он чувствовал себя неуверенно и непривычно, что-то внутри Джона побудило его действовать. В конце концов, он был врачом, и любой нуждающийся пациент заслуживал помощи, независимо от вида и физического состояния. Он побежал в хижину и вернулся со своим медицинским чемоданчиком, действуя инстинктивно и профессионально. Его руки двигались с мастерством, которое, как он думал, что забыл. В этот момент он увидел надежду и почувствовал новое чувство. Ранее, когда он брал медицинские инструменты, он чувствовал себя неудачником, но сейчас он начал верить, что снова может оказать положительное влияние на жизнь другого существа. Врач неустанно работал над лисичкой, стараясь восстановить ее сердечный ритм. Волк пристально наблюдал за работой врача, каким-то образом поддерживая его эмоционально. Когда Джон был на грани отчаяния, он заметил слабое сокращение лапки лисички.
Это придало ему смелости продолжить операцию, и вскоре лисичка издала слабый, но слышимый звук. Джон был в восторге, понимая, что спас жизнь животного. Посмотрев вокруг, он обнаружил, что волк исчез, оставив его в окружении умиротворенного леса. На следующую ночь, когда он размышлял о событиях предыдущего вечера, сидя на своей веранде, лисичка устроилась рядом с теплым камином. Внезапно раздался знакомый печальный вой, нарушивший тишину ночи. Это снова был волк. Хотя его возвращение испугало Джона, он почувствовал странную связь с животным. Волк вновь, казалось, указывал, чтобы Джон следовал за ним. Чувствуя любопытство и волнение, Джон последовал за волком до норы в лесу. Поглядев внутрь, он увидел группу маленьких и беззащитных лисят с едва открытыми глазками. Его сердце сжалось, понимая, что лисичка, которую он спас прошлой ночью, должна быть мать этих уязвимых созданий. Он знал, что не может оставить их без помощи и заботы. Действуя быстро, он собрал малышей, положил их в свою куртку и вернулся в хижину. На следующей неделе Джон заботился о лисятах. Он лечил и наблюдал, как они день ото дня поправляются и становятся сильнее. Наблюдая их игры и исследования окружающего мира, он испытывал новое чувство удовлетворения и достижения. В конце концов, лисичка и ее детеныши были готовы вернуться в дикую природу, и Джон отпустил их обратно в лес. С гордостью и изумлением наблюдая, как они уходят, он знал, что он сыграл ключевую роль в их выживании. Но истинный смысл этой истории заключался не только в помощи животным. По возвращении домой Джон ощущал то, что давно не ощущал, желание вернуться в больницу и операционную. Спасение этих животных напомнило ему о том, какое удовлетворение приносит помощь тем, кто в ней нуждается, будь то люди или животные. В тот день он решил вернуться в больницу и снова спасать жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.